Привет! А сегодня я покажу, как я сделала модель довольно милого советского грузовичка ГАЗ, который перевозил молочко. Меня зовут Даша, и вы на канале Dasha Models. И сегодня мы строим газон. А еще в этом видео будут самые главные новости моделизма, которые произошли в ближайшее время. И, конечно же, я расскажу о том, какой же сложный этот агрегат – молоковоз. И снова я строю модель на базе ГАЗ-53. Долгожданная линейка горьковских грузовиков продолжает будоражить умы коллекционеров. Многие выпуски уже тяжело найти в магазинах, например, как эту цистерну. Как и полагается моделям от ТВД, я сделала парочку подсборок. Это шасси, кабина и надстройка с бочкой. И после сборки я начала грунтовать модель. Тут я использую черный и серый грунт от фирмы Gemscale. Это отличный акриловый грунт, и по ощущениям он очень похож на аналогичную продукцию от Amo. Он отлично держится даже на металлической кабине газона. Вначале черным грунтом я одновременно загрунтую и сделаю тени на кабине и надстройке, а шасси я так и оставлю в черном грунте. А сейчас я загрунтую бочку, и обратите внимание на швы на ее бортах. И в процессе постройки я их зачищала, но из-за черного пластика результат зачистки был не совсем понятен. Так что после первого слоя грунта я повторю эту процедуру. И настало время покрасить кабину в основной цвет, и я хочу воспроизвести характерный для таких газончиков бежевый цвет. Но, к сожалению, фотографии тех лет не очень правдоподобно воспроизводят его, так что этот оттенок будет моей фантазией. И чтобы его воспроизвести, я потратила приличное количество краски, а для его получения я использовала охру, желтый и белый в некоторой пропорции, полученные на глаз. А основание настройки я покрашу в цвет, который в палитре красок Pacific 88 называется советский зеленый. Название мне очень понравилось, и я поняла, что это судьба. Советскую молоковозку надо обязательно красить в советский зеленый. И настало время настоящих новостей моделизма, новости, которые не сможет сгенерировать нейросеть. Тут только мысли и опыт человека, который строит очень много моделей. Ну а самая главная новость мирового моделизма заключается в том, что я впервые прикоснулась к прекрасному Вархаммеру. И буквально только что я собрала свой первый Ваха-танк. И это Лемон Рус с пиратскими дополнениями. Благодаря им можно базовую версию преобразовать вот в этот кастомный танк. И как я поняла, что Лемон Рус это некий аналог танка Т-34. Он очень универсальный и довольно сильно распространенный в этом мире. И мне осталось только покрасить эту модель до конца, и так что ждите скоро видео работы над ним на моем канале. И думаю, что это видео будет довольно атмосферным и интересным. 1.0.1.1.1.1. И продолжается ВД головного мозга, и я продолжаю неистово собирать зилки и газики. И на этот раз на мой стол попался автокран на шасси ЗИЛ-133ГЯ. И в целом краны я еще ни разу не строила, так что меня с почином. В целом сборка и окраска прошла очень легко и приятно, но проблемы были с натяжкой троса. Это было еще то испытание, которое, кстати, надо еще поправить. И это было очень сложно ввиду того, что мне нужно было пропустить ниточку через разное количество блоков в правильном порядке. Так что усидчивость я натренировала как следует. И видео о сборке этой модели тоже скоро выйдет на моем канале, так что ждите. А купить модели от фирмы АВД вы можете в магазине «Модельная лавка». У них регулярно появляются в ассортименте новинки, а также действуют акции и скидки. А также, используя этот промокод на свой первый заказ, вы получите скидку в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А моя Клопа армия получила подкрепление в виде Су-85 в 100-м масштабе. И это тоже новинка от фирмы «Звезда». И я не могла пройти мимо этой маленькой малышки. Видео о сборке и обзоре этой модели вы можете уже увидеть на канале, а полноценное видео с окраской скоро тоже выйдет через некоторое время. Также я только что начала сборку модели грузовика Урал-4320 в 72-м масштабе от «Звезды». Это тоже очередная новинка, которая вышла совсем недавно. И по сути это уменьшенная версия большой модели в 35-м масштабе, которую я собирала пару месяцев назад, и видео об этой стройке тоже есть и на YouTube, и на Дзене. И на первый взгляд, если посмотреть на литники, то модель очень сильно впечатляет, особенно если сравнивать ее с аналогом от ACM. Но в сборке модель довольно сложновата, и в 72-м масштабе она, кстати, очень хорошо детализирована. Так что видео о борьбе с этим клопом вы тоже можете увидеть скоро у меня на канале. А я уже начала собирать шасси, и здесь очень много маленьких деталей, так что ваши нервы на пределе при сборке этой модели. А еще у меня недавно вышло видео о постройке модели советского танка Т-44 в необычном камуфляже и на подставке, изображающей зимний пейзаж.
и видео получило очень хороший отклик среди моих зрителей, и в целом работой я очень довольна, так что если вы пропустили это видео, то очень рекомендую его посмотреть. А в выходные я посетила выставку, посвященную московскому городскому хозяйству. Там были показаны разные пожарные автомобили, машины аварийных и дорожных служб. И в общем выставка получилась очень даже интересной и колоритной. А среди москвичей она вызвала такой большой ажиотаж, что в первый день, когда я ее посетила в субботу днем, я не смогла сделать никаких адекватных кадров. Так что мне пришлось в воскресенье встать пораньше и пойти сделать полноценный фотоотчет без людей и детей. А некоторые кадры вы можете увидеть на моем Дзен-канале. А с бочкой все сложнее. Мало того, что я никак не могу побороть этот ужасный шов, так мне надо еще и покрасить ее в желтый цвет. А это самый неприятный для покраски модели цвет. Обычно в него кладут очень мало пигмента, и он получается слишком жидким, и поэтому его надо наносить в несколько слоев, из-за чего могут образовываться потеки краски. А еще желтый от Gemscale мне показался слишком холодного оттенка. А потом я эту бочку решила перекрасить в качестве эксперимента аэрозольной краской от фирмы «Звезда». Во время ручных работ и я окрашу металликом от Gemscale глушитель и двигатель, и также окраске подвергнутся и брызговики на надстройке. И большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают мое творчество рублем. Если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите поспособствовать регулярности выхода видео, то вы можете стать спонсором канала через функцию спонсорства на YouTube или же через сервис Boosty. Ссылочки на все вы найдете в описании к видео. И я не забуду покрасить руль. Торпеду я окрасила в базовый цвет кабины. У советских грузовиков, как правило, торпеда окрашивалась именно в цвет кабины. Окрашу в черный цвет уплотнители стекол, а красками по стеклу я обозначу поворотники и стоп-сигналы. Грузовик ГАЗ-53 стал самым популярным и массовым в Советском Союзе благодаря надежности и простоте конструкции. На его шасси монтировалось оборудование для перевозки самых разных грузов, но больше всего советским гражданам запомнились желто-голубые цистерны, перевозившие молоко в каждой деревне. Цистерна-молоковоз для ГАЗ-53 была спроектирована в форме эллипса, и благодаря такой форме центр тяжести жидкости всегда был снизу, что обеспечивало более эффективное распределение веса и, следовательно, лучшую устойчивость автомобиля на дороге. И объем такой цистерны около 4000 литров. Если этого было недостаточно, то молоковоз комплектовался еще и прицепом цистерной. А сейчас я при помощи жидкой масляной краски выделю рельеф кабины и надстройки грузовика. И для этих цветов отлично подойдет коричневая смывка. И я аккуратно проливаю щели на кабине, а потом излишки я вытираю кисточкой, чуть смоченной в white-спирите. И несмотря на то, что такие молоковозы не выпускаются уже более 20 лет, они все еще в строю и нередко встречаются на дорогах в странах СНГ. Молоковозы, как правило, используются для сбора и перевозки охлажденного молока на место его переработки, а также для доставки обезжиренного молока с маслозаводов к местам его потребления. А также в практику вошла торговля молоком на разлив прямо из молоковозов. Молоко – продукт нежный, и ему противопоказан контакт с любыми загрязнителями или взаимодействие с запахами. Именно поэтому к чистоте емкости для перевозки молока предъявляются особые требования. Даже на заре возникновения первых молоковозов в 30-е годы прошлого столетия емкости для молока выполнялись из алюминия, стратегически важного металла, и никуда от этого было не деться, так как только алюминий мог гарантировать чистоту перевозок и сохранность груза. И к тому же молоко при перевозке нельзя взбалтывать, иначе к концу поездки вместо молока можно будет привезти некоторую расщепленную субстанцию, состоящую отдельно из жиров, то есть масла, и молочной сыворотки. Именно поэтому цистерны на молоковозах стараются делать составными, многосекционными и к тому же снабженными внутренними перегородками для уменьшения перемешивания продукта из стороны в сторону. Обязательно нанесу декали, и в первую очередь это номерные знаки, и также я переведу дублирующий номерной знак на корму грузовичка. И с двух сторон я нанесу декаль с надписью «Молоко», чтобы все знали, что перевозит эта бочка. А еще в наборе были декали с надписью «Пиво», но я решила все-таки приклеить «Молоко». Молоко очень чувствительно к перепаду температур, и в теплое время года оно начинает быстро киснуть, а в холодное замерзать. Обычно непереработанное коровье молоко при температуре от 20 градусов становится кислым за 10-20 часов, а чтобы уменьшить риск его порчи, молоко перед тем, как транспортировать в молоковозе, охлаждают. А в холодное время года молоко в цистерне не должно промерзать. Поэтому цистерна молоковоза представляет из себя термос с хорошим внешним слоем термоизоляции. Я нанесла на модель легкий слой матового лака, и теперь приемом масляных точек я чуточку состарю грузовик ГАЗ. Первоначально в качестве термоизоляции на молоковозах использовали войлок, но потом стали обшивать цистерну досками, а сверху по ним обшивать листовой сталью. И получилось дешево, безопасно, ремонтно-пригодно, а самое главное эффективно. При температуре окружающего воздуха в плюс 30 градусов Цельсия за 10 часов температура в такой цистерне поднималась всего на 2-4 градуса.
А сухим пигментом я чуточку припылю колхозного трудягу. И мне в комментариях в группе ВК утверждали, что такие грузовички всегда были чистыми. Но у меня в голове с детства остался именно такой образ немножко повидавшего вида грузовичка. И вот такой автомобильчик у меня получился, и данный автомобиль неплохо передал дух времени. Тут есть и легкая пошарпанность, и дух Советского Союза. И надеюсь, это видео вам было полезным и способным вдохновить вас на свои постройки. До новых встреч. Пока-пока. А купить набор для сборки такой модели можно по ссылочке в прикрепленном комментарии.